Итак, наш номер 11, в котором мы жили 4 дня. Сегодня день отъезда. Вот так он выглядит. Все как на картинках на Яндекс.Картах. Я его бронировала через Яндекс.Карты, так как Booking.com сейчас в России не работает. Тут у нас 2 окна, через которые вполне все проветривалось ночью. Небольшая кухонька, которой нам вполне хватило приготовить завтрак и один раз даже ужин. И самое главное, из-за чего мы бронировали этот номер, это вид с балкона. Вид мы посмотрим чуть позже. Давайте пока пройдемся по инфраструктуре. Это очень вместительный шкаф, несмотря на то, что он кажется маленьким. Вот так выглядит отделение с полками. Есть 2 запасные подушки, кому нужно. Утюг, сейф. Мы им не пользовались, потому что это апартаменты, тут очень спокойно, везде вход по ключу, через калитку, через входную дверь, поэтому мы посчитали, что сейф без надобности. Отделение для вещей, то, которое было с зеркалом, сюда спокойно встает 2 чемодана, как вы видите. Кроме того, есть гладильная доска и куча вешалок для одежды, что очень приятно. Потому что можно все развесить. Как вы знаете, некоторые апартаменты и гостиницы страдают отсутствием вешалок. Это такая своеобразная зона отдыха, которой мы ни разу не воспользовались, кроме как положить туда вещи. Потому что у нас была куча планов, мы гуляли по окрестностям, тут в Красной Поляне есть что посмотреть. И вот так вот выглядит спальная зона. В целом этого света, который у спальной зоны, нам вечером вполне хватало. Не хотелось очень яркого света, и мы пользовались в основном только этими лампочками. Но есть свет на потолке, как я вот включила в зоне прихожей, есть свет и есть основное освещение. Кому мало, пожалуйста, включайте. За этим столиком мы несколько раз ужинали, заказывали суши, тут неплохие суши вполне себе. Мы пользовались тостером, он рабочий. Вытяжка, плита, все работает прекрасно. Точно так же, как прекрасно работает кофемашина и чайник. Давайте посмотрим их поближе. Это капельная кофемашина и чайничек. Кроме того, у нас было полотенце. Есть микроволновка, и вот тут вот есть холодильник, сейчас его посмотрим. Вот так внутри выглядит холодильник, он достаточно вместительный, это то, что у нас осталось от заказа суши. Есть даже маленькая морозилочка. Это мы купили небольшое масло, один раз жарили колбаски. На чем жарить есть, тут 1 сковородка с крышкой, 1 ковшик и кастрюлька тоже с крышкой. Вполне достаточно столовых приборов на 2 человек, более чем. Ножи все прекрасно режут, даже есть вот чистка для овощей, что очень приятно. В верхних ящиках у нас находится посуда, также были фильтры одноразовые бумажные для кофе, мы ими, естественно, пользовались. Также тут есть кофемолка, миска для микроволновки и вот соль, перец, сахар, все, что может пригодиться вам. Для вина были вот такие вот бокалы, также есть досочка для того, чтобы резать. Как вы видите, все очень приятно сделано. В ведерочке, где лежит яблоко, там был приветственный набор: каша, чай, растворимый кофе. И в том шкафчике, на котором висит полотенце, там мусорка. Собственно, мусорку, я думаю, мы смотреть не будем. За этой дверью, которая рядом с входной, находится ванна. Предлагаю зайти туда. Вот так выглядит одна часть. Мы живем в мансарде. В ванной был такой наборчик. Вот так выглядит ванна. Было вполне достаточно полотенец, и мест, где вешать полотенце, тоже, как вы видите, вполне достаточно. Также есть электрический полотенцесушитель, в данный момент он включен. За полотенцесушителем туалетная бумага. Также есть держатель для полотенец у раковины. У раковины есть удобная полочка, стаканчик для зубных щеток, что вы захотите поставить стаканчик, мыльница. Мыло одноразовое маленькое тоже было. Кроме того, в наборе, помимо мыла, были также шампунь, гель для душа, также вот такие коробочки, в которых одноразовые зубные щетки с зубной пастой. В этой коробочке был набор для бритья, шапочки для душа были, я воспользовалась. И вот такой вот набор косметический, там были ватные палочки, ватный диск и даже одноразовая пилочка для ногтей. Очень приятно на самом деле такое. Кроме того, тут есть фен, он рабочий, и запасной блок туалетной бумаги. Вот так вот у нас выглядит душевая кабина. Душ прекрасно работал, места в душевой кабине вполне себе хватало для 2. Также тут есть полочка, куда можно поставить все свои шампунчики, масочки для волос, гели для душа, все, что вы захотите. При въезде у нас на кровати лежало 2 халата. Мы их, естественно, использовали. Видите, есть еще крючок, на котором они сейчас висят. То есть в ванной мест для хранения более чем достаточно. Я тут
поставила все, что мне нужно. Мне было очень удобно в этой ванной. Ну а теперь предлагаем быстренько посмотреть, ну или не быстренько, то, из-за чего мы сняли именно этот номер в этом прекрасном гостевом доме. Это вид на горы, который открывается с нашего балкона. Тут можно пить кофе по утрам, что мы и делали. Вот за этим маленьким столиком. Кроме того, мы с удовольствием тут проводили вечер за бокальчиком другим винца. Очень-очень прекрасно. Это лучший вид на горы в этих апартаментах, по словам хозяйки. Хозяйка очень милая, приятная. Не поворачивается язык назвать ее женщиной. Девушка, скорее. Нам очень понравилось в этих апартаментах. От всей души рекомендуем. Если будете в Красной Поляне, имейте в виду. Апарт 64 называется. Находится улица Турчинского, дом 64. Они есть на Яндекс.Картах. Я бронировала напрямую. Это вышло дешевле, чем через какой-либо агрегатор на вроде Яндекс Путешествий. Потом всегда можно списаться с хозяевами, все уточнить. Я им позвонила, узнала, что именно этот номер свободен с этим видом на горы. Узнала все подробности. Мне скинули номер карты, я внесла предоплату. Мы спокойно приехали и заселились, так как номер был свободен, нас заселили даже чуть пораньше, чем 3 часа, по-моему, дня, что тоже очень приятно, согласитесь. Сейчас мы будем выезжать из номера, тут есть комната для багажа. Помимо этого в этих апартаментах есть также комната, где можно, вот если вы горнолыжник, сушить вещи. Есть 2 стиральные машинки, я ими пользовалась. К стиральным машинкам есть порошок, так что свой покупать не нужно. Там есть прекрасная программа, называется «Ежедневная стирка». За 53 минуты ваши вещи постиранные, и за ночь они у меня спокойно на вешалках футболки высыхали. Сейчас конец апреля, прям самый-самый практически конец. 20 числа. На улице достаточно тепло, как вы видите. Мы сегодня собираемся идти гулять в шортах и в майках, несмотря на то, что по прогнозу Яндекса сегодня тут плюс 15. Нужно осторожно относиться к прогнозам Яндекс Погоды про Красную Поляну, потому что мы тут уже второй день гуляем в шортах, а Яндекс считает, что температура ощущается как плюс 9. У всех разные плюс 9, согласитесь. На этом прекрасном виде заканчиваем обзор этого чудесного номера, этих апартаментов. До новых встреч. Пока-пока.